Так, я покидаю свой уютный домик. Нахожусь я сегодня в Дербенте. Сейчас планирую поехать посмотреть Лунь и крепость Нарын-Кала. Остановился в Дербенте в очень хорошем месте, можно сказать, на берегу моря. Целый дом в моем распоряжении. И цена вопроса, ну понятно, сейчас не сезон, 1000 рублей в сутки. Дом мне нравится, там большой навес для мотоцикла есть, все удобства. Такая вот арка у нас встречает. Но я сейчас еду в Цитадель посмотреть крепость, одну из самых древнейших в России. Дербент — самый древний город в России. Дороги в Дербенте так себе. Ну а после, я думаю, что еще успею доехать до Луня. До него здесь 20 километров. Все, можно сказать, находится в шаговой доступности. Дербент достаточно интересный город. Я вчера там погулял. Видно, как быстрыми темпами он застраивается. Я думаю, что через пару лет здесь будет один из популярных. Это что было такое? Особенности национального вождения. Я думаю, что через пару лет здесь будет достаточно популярный курорт. Какой прекрасный туннель. Тоннель. Видеонаблюдение. А что, нельзя здесь ставить? Ну, могу, конечно. А что не могу-то? А? Ага. Добрался я до объекта культурного наследия Российской Федерации, крепости Нарын-Кала, которая была основана в V веке персами и защищала древние земли от набегов северных народов. 5000 лет назад на узком участке длиной всего 3 километра, где величественные хребты Большого Кавказа встречаются с западным побережьем Каспийского моря, образуя один из 3 легендарных проходов между цивилизацией и хаосом степей, пробудился Дарбант, величайшая твердыня Каспия. Здесь, где горы вплотную подступают к морю, оставляя лишь тонкую прибрежную нить, подобно огромному мосту, пролегала знаменитая Прикаспийская дорога, древняя артерия, затмевавшая Великий Шелковый путь. Этой дорогой шли древние намады на Иранское плоскогорье, а позднее в Закавказье и Переднюю Азию вторгались скифы, сарматы, хазары, монголы, аланы, савиры и другие племена, уничтожая все на своем пути. Благодаря Гюлистанскому договору, подписанному в начале XIX века с Ираном, сокровище Дагестана Дербент стал частью Российской империи. Но некогда на эти земли претендовали великие державы прошлого – Рим и Парфия, Иран и Византия, арабский халифат и хазарский каганат.
Сельджукское государство и сефевиды, Османская империя и Золотая Орда. Все они видели в нем ключ, где Восток встречал Запад. Слушайте, родник до сих пор работает. Из древних источников известно, что Дербент был заложен на фундаментах медийских укреплений царем Хосровом I, Ануширваном из великой династии сасанидов. Каждого, кто откроет для себя колыбель синтеза цивилизаций, может ошеломить грандиозность оборонительных сооружений, где камни солнечной крепости хранят эхо сказочных мифов. Согласно легендам, Александр Македонский возвел здесь неприступную стену и запер в Ширване великана Гога из земли Магога. Эпический герой иранской мифологии Феридун, одолев трехглавого дракона Захака, установил царство добра и возвел крепость Дарубант, а знаменитый путешественник Марко Поло в своих записках восхищался железными вратами. Но все это лишь искаженные легенды, которые по ошибке приписывают албанским воротам Дербента, путая их с каспийскими, руины которых сохранились в древних землях ариев и граничат с Великой Горганской стеной. Автографы – любимое занятие достопочтенной публики. Нацарапать на стене свою фамилию, свои инициалы. Очень много семей здесь отдыхает, гуляют. Классное место. В своих работах о Каспии писали древнегреческий географ Птолемей, Страбон, Плиний Старший, Геродот, французский романист Александр Дюма, арабский историк Салам ат-Тарджуман, русские писатели и поэты, среди которых выделяется декабрист Александр Бестужев-Марлинский. Именно сюда направлялся известный русский купец Афанасий Никитин, а великий поэт Низами Гянджеви увековечил Дербент в своей бессмертной поэме «Искандер-наме». Несмотря на бесчисленные штурмы и разрушения, Дербент дожил до наших дней, сохранив свой древний облик и название. Трудно найти другой такой город в России, переживший подъемы и упадки, расцветы и запустения, чья судьба была бы столь же драматична и полна вихрей истории. 80-х вытеснили в 733 году, утверждается письмо. Так, ну что, сейчас у меня начинается самое интересное. Где-то здесь будет поворот направо. Там метров, наверное, 500, может, километр. Может, 100 метров, не знаю. И будет стоять на берегу экраноплана Луни. Snow, red sky, reach up so high, blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Cold feet, Да, видимо, вот здесь dark вот направо. rain, my blood in your frozen veins, dream high, no pain, run fast in broken chains. О, вон он стоит. Ничего себе, какой он здоровый. Да, слушайте, какой он большой. Мне кажется, он по размерам чем-то на Антонова похож. Сегодня все мы пассажиры и отправляемся в полет. Уже посадку объявили на долгожданный самолет. Так, теперь бы понять. Бригантина, Луни кафе. А где, как к нему подъехать? Всякая военная техника, самолеты, миги. Так, и хорошо, ну ладно. Я думаю, что где-то вот, наверное, вот здесь вот мы можем запарковаться. А как попасть туда? С той стороны? Ага, спасибо.
значит, где-нибудь вот здесь вот мы и запаркуемся. Вот так. Например. Вот, например, вот здесь вот. И сходим, посмотрим на эту красотенюшку. Что там ребята из нашего доброго Советского Союза создали. Во времена Холодной войны, в конце 20 века, в Советском Союзе гениальный конструктор и новатор Ростислав Алексеев разработал проект 903 – экраноплан «Лунь», получивший грозное прозвище «Каспийский монстр». Этот «Титан» был машиной без аналогов, самым большим и самым мощным боевым ударным экранопланом в истории человечества, определившим новые границы возможного. Гигант весом 286 тонн с размахом крыла 44 метра впитал в себя все самое лучшее от экспериментальной модели под кодовым названием КМ. Получив 8 двигателей с поворотными соплами, он мог развивать скорость 550 километров в час. Лунь не поднимался в небо и не шел под водой. На высоте 5 метров он парил над волнами, балансируя на грани двух стихий, оставаясь невидимым для радаров противника. Благодаря высокой скорости подхода и сложности перехвата, Каспийский монстр, оснащенный 6 противокорабельными ракетами «Москит» с ядерными боеголовками на борту, мог нанести очень серьезный урон, поражая цель на расстоянии 120 километров, представляя смертельную угрозу для крупных корабельных соединений и авианосцев. Первый «Лунь» заложили в далеком 1983 году в Нижнем Новгороде на заводе «Волга», а первые испытания начались уже в марте 1987-го на Каспийском море. Казалось, «Титана» ждет великое будущее, но эпоха закончилась раньше, чем успели построить первую серию. Распад Советского Союза, финансовый кризис и смена приоритетов поставили точку в проекте. В 2020 году экраноплан «Лунь» отбуксировали в Дербент, где он стал центральным экспонатом парка «Патриот», расположенного в новом туристическом кластере на берегу Каспийского моря. Да? Это там радиатор, когда течет, там сырую яйцо туда делаешь. Внутрь. Ну, И все, и оно заклеивает, да? вот он знает, он мастер. Да? Я такой же, как и ты. Только у тебя маленький бар, там небольшая бар. Ну ладно, я Да. буду отращивать. А как с водой вы, да, разбавляете это все дело? А потом надо, когда прочищать радиатор, нет? Не надо ничего не делать, он нормально. Я не первый раз его так делаю. В Дербенте машины чинят куриными яйцами. Так, я подъехал. Не могу. Ладно, в общем, я подъехал к центральным воротам. Вчера я их пропустил. Это ворота Арта-Копыт. Очень красивое место. Как вы видите, ворота до сих пор работают.